На каком этапе производить замену входной двери? Чтобы дверь не портилась и не пылилась, очень важный фактор, который нужно учесть. Просто некоторые недобросовестные производители применяют хитрый прием. Зачем в старую хрущевку вбухивать такие деньги в такой капитальный ремонт? Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте отделки. Демонтажные работы закончены. Пришло время второго этапа – замена входной двери. В этом ролике я покажу весь процесс установки входной двери в старом доме, так называемой хрущевки. Расскажу о всех нюансах, которые могут возникнуть, а также на что надо обратить внимание. Еще покажу, как правильно заклеить дверь, чтобы она не пострадала во время ремонта и осталась такой же красивой и чистой. На каком этапе производить замену входной двери? Дверь можно менять на любом этапе черновых работ, но обычно всегда отделочники просят, чтобы дверь поменяли как можно быстрее. Они беспокоятся за сохранность своего инструмента, так как старые деревянные двери совсем ненадежные, они вылетают с одного удара ноги. Также, если нужно расширять дверной проем, то лучше оставить все эти грязные работы на начальных этапах. Сейчас стоит деревянная филенчатая дверь, которая устанавливалась где-то в 90-х. Тогда это был предел мечтаний. Открывается наружу. С точки зрения МЧС это неправильно. В таких домах деваться некуда. И у всего подъезда, кто менял старую дверь на новую, двери сделаны именно так. С правой стороны дверной проем граничит с электрическим щитом, с которым ничего сделать нельзя. Очень важный фактор, который нужно учесть при установке входной двери, это будущий уровень пола. Здесь были доски, на лагах мы их демонтировали. Пол, мягко говоря, получился неровный, перепады до 8 сантиметров, плиты старые ужасные. Я походил по квартире с лазерным уровнем и рулеткой, померил самую высокую, самую низкую точку, и вот что у меня получилось. Вот это фактически наш уровень новой стяжки. Это надо учесть, чтобы не оказалось, что дверь станет ниже стяжки. Но еще учитывайте, что будет финишное напольное покрытие. Вот как он идет. Стяжка получается примерно где-то 10-13 сантиметров. И вот по этой линии надо устанавливать будущую входную дверь. Также надо учитывать уровень стяжки в подъезде. Здесь у нас уровень получается 10 сантиметров. А вот, допустим, здесь уже где-то 13 сантиметров. Я вот метки тут ставил. Как найти уровень? Это просто. Выставляете лазер на высоту 1 метра и с рулеткой ходите по квартире. Я ссылочки оставлю на ролик, где я показываю, как это делается. Все будет в описании к видео. Традиционно по входным дверям я сотрудничаю с компанией «Стальная линия». За 5 лет у нас не было никаких проблем. На сайте двери можно выбрать как конструктор, есть разные серии. Дверь, которую выбрали мы, это 80-я серия, называется Бридж. Цвет дымчатый кашмир. Что касается серии двери, цветовой отделки, доборов, наличников, порталов, оформления замков, броненакладок – это все дело вкуса и, соответственно, финансовых возможностей. У меня главные требования – это хорошая шумоизоляция и подходящий внешний вид. Дверь можно покупать любого производителя, главное, чтобы она была качественная, так как это один из самых часто используемых элементов в квартире. Просто некоторые недобросовестные производители применяют хитрый прием, делают красивую обертку, а наполнение самое дешевое. Дверь была заказана за 2 недели, так как размер нестандартный. Если у вас стандартный размер, то в принципе она может быть в наличии сразу. В старых домах обязательно рекомендую, чтобы приходил замерщик, так как самостоятельно можно снять размер неправильно. Первая проблема старого дома – это то, что тяжелую дверь надо тащить на 5-й этаж без лифта. Хорошо, что дверь упакована, так как во время транспортировки по подъезду ее можно поцарапать. Для установщиков такая работа тоже привычная, так как большая часть жилого фонда в городе старая. На время демонтажа старой двери коробку с новой временно поставили на площадке. Есть 2 вида демонтажа – с сохранением старой дверной коробки и без сохранения. Обычно, если нужно сохранить старую коробку, то установщики берут небольшую плату сверху.
так как работы получается больше, и все надо аккуратно демонтировать. Нам коробка не нужна, поэтому все просто сломали, осталось только целым дверное полотно. Пока один человек занимается дверным проемом, второй распаковывает и собирает дверь. Нужно прикрутить ручки. Кстати, установщики входных дверей всегда работают вдвоем, так как нужно таскать тяжелые двери. Сама установка занимает мало времени, не более 2 часов, а в новостройках так и вообще можно уложиться в 1 час. Я попросил, чтобы двери установили как можно ближе к концу проема. Поэтому пришлось еще по периметру дополнительно сбить штукатурку. Таким образом, чуть-чуть увеличилось пространство коридора внутри квартиры. Если бы это был панельный дом, то, конечно, было бы все сложнее. Пилили бы стены бетонорезом. Здесь штукатурку сбить не составило большого труда. Еще пришлось разобраться с оптоволоконными проводами, которые мешали установке. Я разобрал кабель-канал и временно провода приклеил к стене. После установки поставлю новый. Так выглядит готовый проем, куда будет установлена дверь. Дверь собрана, проем готов, теперь можно ставить все на место. Тут я понял, что остался с внешней стороны, а с внутренней мастер выставлял дверь по уровню и расклинивал. Это мне снять не удалось. Расклиненная дверь выглядит следующим образом. Выставили по уровню и по периметру забили деревянные клинья. Клинья могут быть пластиковыми или деревянными. Я знаю, что многие установщики предпочитают работать с деревом. Теперь дверь надо закрепить анкерами. Так анкера закручиваются по всему периметру. В процессе рама перепроверяется пузырьковым уровнем. С одной стороны, где электрический щиток, анкер закрепить просто некуда. Поэтому с той стороны дополнительно дверь распирается клиньями и будет просто запенена. Перед запениванием все контактные поверхности смачиваются водой при помощи пульверизатора. В квартире снизу тоже делается ремонт и стучат перфоратором. Наши соседи думают, что это мы. Но с другой стороны, когда мы стучим перфоратором, то их соседи думают, что это они. Дальше дверь просто запенивается при помощи пистолета. Очень прикольно выглядит запенивание с обратной стороны двери. Прям мистика какая-то. С наружной стороны тоже все запениваем. Установка у нас не показательная, дверь немного испачкали, но это не страшно, все протрется тряпкой. А вот как съемка выглядит со стороны. Как обычно, один работает, а несколько человек смотрят. Дверь установили. Как я говорил ранее, выбирали прежде всего по внешнему виду и хорошей шумоизоляции. Внутри двери и рамы шумоизоляционная плита Knauf. Есть два контура хороших немецких уплотнителей, один на раме, другой на двери. Очень важно, чтобы на двери была снаружи МДФ плита, здесь она 12 мм. Очень сильно влияет на звукоизоляционные свойства и внешний вид. Внутри и снаружи защитное покрытие, оно такое интересное, дверь получается как будто немножко резиновая, называется Soft Touch. Специально для старого дома дверь заказывали без металлического наличника. Во-первых, это просто дешевле, а во-вторых, если бы он был, то его бы пришлось резать со всех сторон. В
процессе ремонта всю пену снаружи я заштукатурю и аккуратно покрашу краской. Сейчас самому устанавливать входную дверь вообще нецелесообразно. В любом салоне есть грамотные специалисты, которые приедут и быстро установят. То, что они сделают за 1-2 часа, вы будете делать целый день. Дверь установили, и остался один важный момент. Так как в квартире будут продолжаться ремонтно-отделочные работы, чтобы дверь не портилась и не пылилась, ее надо заклеить. Для этой цели лучше всего подходит упаковка, в которой приехала дверь. Также можно использовать защитную пленку, которая была в комплекте. Но лучше всего использовать картон. Ни в коем случае дверь нельзя заклеивать обычным скотчем или малярной лентой. Так как вы заклеиваете дверь на продолжительное время, несколько месяцев, за это время клей прилипнет и останется на поверхности двери, на раме. Для этой цели лучше всего использовать вот такую вот ленту ПВХ. Есть эта лента Дельфин, есть еще такая же похожая Тесса. Тесса чуть похуже, Дельфин лучше, потому что эту ленту можно не снимать 60 дней с момента приклеивания. По факту такую ленту на двери и окнах можно держать гораздо больше, чем 2 месяца. Сначала обклеиваем всю раму лентой ПВХ. Лицевую часть можно даже обклеить в 2 слоя. Рама обклеена, теперь можно вырезать картон по размеру двери. Снимаю размеры с двери и, соответственно, вырезаю точно такого же размера кусок картона. Почему именно картон? Некоторые даже заклеивают фанерой, потому что во время ремонта очень часто носят туда-сюда какие-то острые вещи, допустим, профили, и могут ткнуть дверь. Поэтому обычные пленки чаще всего недостаточно. Если вы работаете очень аккуратно, вы можете заклеить обычную пленку, но лучше заклеить картоном или даже каким-нибудь таким ДВП. Вырезаю картон нужного размера. Начинаю обклеивать дверь лентой ПВХ по периметру. Соответственно, в нужных местах делаю отверстие под ручку. Такая защита прослужит до конца ремонта. Обязательно заклеиваем порог, его больше всего затопчут. Последний штрих – заклейка ручки. Дверь теперь надежно защищена. Вот что у меня получилось по расходам. Стоимость двери чуть выше, чем стандартная комплектация, так как поменяли замки на более лучшие. А теперь еще парочку полезных советов в дополнение к прошлому видео про демонтажные работы, о которых написали в комментариях зрители. Дмитрий Белов из Гомеля предлагает использовать для погрузочно-разгрузочных работ в доме без лифта автовышку. С одной стороны из квартиры сразу забирается мусор, а с другой стороны поднимаются сразу стройматериалы. Насколько это целесообразно и по стоимости это надо узнавать каждому в своем городе, но Дмитрий уверяет, что аренда автовышки в Гомеле на один рабочий день стоит $50. Это 3000 российских, чуть больше, чем 3000 российских рублей. И еще многие написали про ведро без дна. В ведре обрезается дно, оно ставится в мешок, и тогда одному человеку удобно насыпать мусор. Во время монтажных работ удобно садовым опрыскивателем прибивать пыль. Еще хочу ответить на несколько популярных вопросов в комментариях. На время проекта я, скорее всего, буду делать так. В следующем ролике я буду отвечать на некоторые самые популярные комментарии предыдущего ролика. Самый популярный вопрос был, ну не самый популярный, но в принципе логичный. Зачем в старую хрущевку вбухивать такие деньги в такой капитальный ремонт? Во-первых,
Я полностью согласен, что во многих хрущевках полноценный ремонт делать нецелесообразно, но с другой стороны половина страны живет именно в хрущевках. И другой перспективы, скажем так, переселиться в новую квартиру у многих нет, и поэтому в любом случае надо делать ремонт. Во-вторых, хрущевки рознь. Что касается конкретно этого объекта, он находится в центре города, на набережной. Окна выходят прямо на реку, где плавает теплоход. Парк, в общем, место одно из самых красивых. Вокруг дома проблем с парковкой нету. Все уложено красиво плиткой. Что касается самой квартиры, потолки здесь, как я и говорил уже, в районе 3 метров. Это редко очень встречается в хрущевках, так как здесь последний этаж. Стены, которые граничат с соседями, они все толстые. Единственное, что тонкие стены, они находятся вот только санузел и все. Поэтому, с другой стороны, здесь, в принципе, проблем никаких в этом плане нет. Что касается отсутствия лифта, ну, это дело привычки. Разница между ремонтом в новостройке и в старом жилом фонде — это только демонтажные работы, потому что в новостройке тоже надо менять и сантехнику, и электрику, и делать новую стяжку. И много раз мы сбивали штукатурку и делали новую. В этом доме через год будет делаться капремонт, сделают подъезд, фасад и крышу. Соответственно, мы будем делать коммуникации так, чтобы мы просто могли отсоединиться и подсоединиться к новым коммуникациям без какого-то ущерба. Это мы все учтем. И получится, в принципе, идеальное жилье для какой-нибудь молодой пары или просто для сдачи в аренду. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Также задавайте свои вопросы в комментариях. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Ты снимаешь? Хьюстон, прием. Меня слышно? No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.